Привет, 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 песеры, с вами Морж, надеюсь, я вам еще не надоел, тем не менее, информация, я считаю, достаточно важная. Мы все мобильные игроки переживаем за иконик карточки, какими они станут в 22-й части, кого будет, кого не будет, и, ребят, вот какое дело. Сейчас база данных, которая уже загружена, будет у нас на старте 22-й мобильной части. То есть, если игрока в этой базе нет, его и не будет. Как раньше Konami поступала? Если они у нас забирали легендарную или иконик карточку, они давали иконик или легендарную карточку взамен на той же позиции. Но при этом, то есть если у вас, допустим, когда у нас забирали Джерарда, но у меня был Матеус, мне вместо этого могли дать второго Матеуса. Да, вот такие вот Konami молодцы. Вот так вот у них это все работало. Поэтому сейчас я нахожусь на сайте eFootball.db, ссылку на него я оставлю в закрепленном комментарии. Потом дня через 3 можете зайти на это видео и посчитать, сколько будет сообщений. Морж, а где ты смотришь игроков? А где ссылка? Ссылку найти не могу. Ссылку надо, где сайт, не могу найти. Вот, посчитайте количество этих сообщений и поймете, насколько разные люди играют в наш eFootball 2022. Так вот, этот сайт уже загружена на него база данных, и вот это вот все иконики, которые будут у нас в этой части. Давайте же рассмотрим, точнее, на этом этапе, на этом обновлении. Поэтому давайте рассмотрим, и я уверен, вы некоторых игроков здесь не найдете, и можно только представлять, кем нам их будут менять. Наверное, давайте начнем с того, что у нас тут представлено два Месси, при этом один Месси представлен в возрасте 31 год, а второй Месси представлен в возрасте 29 лет. То есть молодой версии Месси у нас нет. Те, которые покупали за 1500 рублей и так далее, надеемся, что поменяют на кого-то из этих ребят. Но помним, что у нас еще одного Месси давали бесплатно, иконик-версию. И при этом у нас может оказаться две одинаковых версии, вполне себе Konami на такое способны. Так, кровь от Барселоны, это хорошо. Неймар от ПСЖ получит новую иконик-карточку, это тоже здорово. Зика. Зика иконы у нас не было в принципе. То есть здесь Зика представлен у нас карточкой, которая была легендарная. Вот у нас есть как бы легендарная, есть иконик. Но иконик-карточки Зика у нас в принципе не было, потому что ни к какому клубу он не привязан. Не знаю, как Konami это будет реализовывать, скорее всего, просто запихнет его в паках, и он будет как бы как новая карточка. Касильяс. Понятно, в сборной Испании и от Реал Мадрида он тоже останется. Сейчас, вы знаете, у нас есть два варианта Касильяса. Я думаю, эти два варианта станут одним вариантом Касильяса. Ну вот как-то так. Неймар от Барселоны, само собой, у нас остается. Далее Криштиану Роналдо от Манчестера. У нас его не было. Не было в принципе. Представлен он, конечно, здесь в возрасте 36 лет. Я знаю, что все хотели его молодую карточку. Но скажите, Konami когда-то ебало, что все хотели. Konami всегда футбол. Их никогда не вы поняли. Но при этом я здесь не увидел Криро от Ювентуса. Опять же, та иконик карточка, которую нам всем раздали. А при том еще вот ее можно было поймать, ее еще можно было купить за бабки, а карточки, собственно, нет. Есть карточка Ромарио, он представлен от Бразилии, но карточки Ромарио от Барселоны я здесь не нашел. И тут тоже как бы возникают вопросы. Ладно, Роналдиньо от Бразилии, понятно. От Бразилии, от Барселоны, конечно же. Иньеста от Барселоны, понятно. Бекенбауэр от Баварии, хорошо. Неста Милан, Вейран. Тут тоже вот два варианта. То есть иконик у нас, наверное, станет тем, который будет от Арсенала. Опять же, у нас есть два варианта Вейры и иконик карточки. А иконика от сборной Франции, собственно, немає. Дальше, Кан от Германии, от Баварии, понятное дело. Роналдиньо от Милана у нас остается. Берг от Арсенала и от Голландии. Канавара остается от Реал Мадрида. Ну, кстати, я бы, например, хотел видеть еще и Канавара от сборной Италии. Почему бы и нет? Ван Бастен, само собой, Голландия и Милан. Румениге, наш любимый товарищ от Баварии. Дрогба, Челси. Недвед будет в двух вариантах. Один от сборной Чехии, другой от Ювентуса. Значит, он тоже остается. Батистута, Аргентина и Рома, соответственно. ЭТО, опять же, хотелось бы видеть его легендарную карточку. Допустим, на которой бы просто была указана сборная Камеруна. Но от Барселоны он у нас остается. Лэмпард в двух вариантах, это Англия и Челси. Ван Нистелрой появился у нас вот совсем недавно. Макелеле от мадридского Реала, опять же, хотелось бы видеть его и легендарную карточку. Шмейхель появился у нас только в этом обновлении. Райкард от сборной Голландии и Милана, само собой, как и Гуллит. Кстати, по Гуллиту, ну и по Райкарду хочется сказать, что их тоже было несколько вариантов карточек, но тем не менее, вот видите, оставляете одну. При этом я не нашел легендарную карточку Гуллита. Может быть, я, конечно, что-то провтыкал. Не, легендарная карточка Гуллита все-таки осталась, да. То есть один будет от Милана, один будет как бы вот тот, который была
была легендарная карточка. Дель Пьеро от Ювентуса и, собственно, от сборной Италии. Кстати, давайте посмотрим здесь на возраст Дель Пьеро. Молодую версию его оставляют. Вы помните, у нас было две икони карточки. Одна версия была старая, с стилем креативный плеймейкер, и она была вот не очень. Далее, Кьеза. Появляется у нас карточка Кьезы. Я думаю, здесь будет работать тот же вариант, потому что Ювентус клуб-партнер. Это вот тот же вариант, как у нас иконик Решфорд появился, иконик Дэвис появился. Ну, я думаю, вы поняли. То есть Кьеза станет икоником от Ювентуса, который на данный момент играет. Представлен он в возрасте 23 года, а обычной карточке 24. Вот так. Прошлогодняя, так сказать, свежачок. Хави от Барселоны и, само собой, сборной Испании. Кака в одном варианте, он в одном варианте у нас и был представлен от Милана. Джерарда было несколько вариантов, тем не менее, нам выпускали только один вариант Джерарда. Две карточки просто существовали еще помимо этого, поэтому Джерард просто останется ливерпульским, ну и Джерард останется от сборной Англии. Три карточки Фигу у нас будут присутствовать. Это Португалия, Реал Мадрид и Интер, само собой. Пуйоль будет присутствовать, пока что он у нас есть только в варианте сборной Испании. В варианте Барселоны у нас его нет, а у нас две икони карточки Пуйоля от Барселоны были, насколько вы помните. Мальдини, Милан, Тотти, Рома, понятное дело, Карлос от Реал Мадрида и Бразилии, Ривалдо только Барселона, Пирло, Ювентус и Италия, Матеус, три варианта карточки, причем, что удивительно, смотрите, у нас интеровский, он был центральным полузащитником, а теперь он станет опорником. Ну, то есть официально он уже будет опорником с классными статами в защиту. Матеус, тут по статам, если посмотреть, он и раньше жег, он и в 22-й части будет жечь, я уверен, тут обязательно карточка. Марадонна у нас вообще остался всего в одном варианте, то есть я не видел его карточки от сборной Аргентины, причем оставили молодой вариант, причем, ну, это вот та вот, по-моему, икона, которую нам бесплатно подарили Марадонны, если вы помните. Ну, у меня это, если честно, никакого восторга не вызывает. Так, Давид Вилья появился у нас только в этом обновлении. Рауль появился он достаточно давно, но в мобильной версии у нас его не было вообще, не завозили. Далее Чех. Чех у нас есть от Чехии и, собственно, от Челси. Я бы хотел, если честно, Чеха от Арсенала. Ну, мне кажется, тоже была бы годная фигня. Зедорф от Милана, само собой. Гикс, опять же, было два варианта карточки, будет один. Скоус, два варианта карточки, будет один. Кафу. Вот здесь интересно, у нас появился Кафу от Милана, но при этом пропал Кафу от Ромы. И я не понимаю, с чем это может быть связано. Ну, бразильский Кафу, понятное дело. Гаскоин у нас только от Тоттенхэма, легендарной карточки, ну, то есть, которая просто к сборной привязана, почему-то здесь ее нет. Хаби Алонсо, мадридский Реал и Бавария. Пирес, Арсенал, Гути, Реал. Торрес, вот здесь тоже есть вопросы. У нас остался только здесь, в базе данных, есть Торрес, который от Испании. То есть, нет Торреса, который от Ливерпуля, и нет Торреса, который от Матлетика. Ставь лайк, если тоже болеешь за Атлетико. За Атлетико мадридский, конечно же. Бекхэм тоже остался в одном варианте. Я вам показывал как-то его статы. Там кошмар и ужас. По сравнению с той имбой, которая была в 21 части, тут даже тени этой имбы нет. Гвардиола, Барселона. Самарана появляется от мадридского Реала, что в принципе здорово, но при этом нет Самарана от Интера. Куда дели Самарана от Интера? Я хрен его знает. Ирвин остался Манчестер Юнайтед. Кэмпбелл остался Арсенал. Алдаир наконец-то получил нормальную фотографию вместо того ублюдства, которое выкатили нам, где он спиной стоит. И само собой от Ромы. Робсон, Манчестер. Лоу получит приписку клубную Манчестер Юнайтед, и это здорово. Аршавин остается. Кстати, да, вот на удивление не вырезали. Вот в общем тренде от Арсенала. Оуэн, аналогично, есть карточка от сборной Англии, но нет карточки от Ливерпуля. Чет, по-моему, Ливерпуль так хорошенько порезали в 22-й части. Салахамиджич остается, Дэвис остается, Сун, понятно. Упамекано. Это может быть дополнительный иконик для партнера Баварии. Представьте, будет на левом Дэвис, в центре Упамекано, в центре Бакенбауэр, справа на правозащитника поставить Салахамиджича, и прикольно выйдет. Мариентес, два варианта у нас от Испании, мадридского Реала, Клюверт, само собой, Барселона, Феррер, Барселона, Вандервард представлен и от Реала, и от Тоттенхэма. Далее, Элбер остается в Баварии, Фарлан, про которого многие так говорили, да, ребят, Фарлан тут только в одном варианте, в том, котором ему 30 лет, и в том, котором он играет, собственно, за матрасников. Манчестерского Фарлана, к сожалению, в базе данных нет.
помянем, так сказать. Жилберто Силва остается в Арсенале, Дека Барселона, Коллер, на удивление, осталась его легендарная карточка, точнее, ну она у нас легендарка, иконика его не было. Тут, конечно, 59 ускорения, зато игра головой 92, просто грузи в штрафную, при этом сила удара, при этом еще и прыжок, и при этом физуха. Тут просто грузи в штрафную и на Коллера, и все будет хорошо. Юнберг остается от Арсенала, Барри остается от Манчестер Сити, Решфорд, еще одна заноза в заднице, вы помните. А нет, кстати, вот Самарана от Интера есть, простите, пропустил, да. Так, короче, у нас вот такой вот Решфорд представлен в возрасте 24 года. Это единственная его иконик карточка в игре. То есть про вот того молодого, про которого я рассказывал, забыть, в принципе, скорее всего, можно. Да, у него классная скорость и ускорение, но где здесь те 99 умения атаковать, реализация? Ну, я думаю, вы понимаете, о чем я. Накамура от Селтика остается, Кин остается от Тоттенхэма, так, Коул Манчестер, Пяти Арсенал, Инзаги я не увидел от Милана, то есть есть только карточка от сборной Италии, что хреново. Росицкий, опять же, не увидел от Арсенала, есть только Чехия. Самарана от... это ж Чили? Это же Чили. Я по флагу правильно определяю? Да, вроде бы это Чили. Вот он, Самарана от Интера. Наката остался, Йорк остался. Но тоже, опять же, вспомните икоников Йорка и Коула, которые, блин, под эмблемой были там, по-моему, 98, 99 или 98, 97, ну что-то в этом роде. Здесь они будут 87 максимум. Ну вот, по крайней мере, на том варианте, какие карточки нам сейчас присутствуют. Бибета остался, Демичелес появился у нас сейчас. Так, Решфорд еще один. А что, еще один? Он такой же? Не, этот еще хуже. Этот вообще 83. Тоже 24 года, но при этом 83. А этот 24 года, 84. Ну, как бы можно получить еще и более херовую версию Решфорда. Вот такие дела, судя по всему. Она остался. Наверное, очень популярная икона на самом деле. Фати появляется в варианте легенды от Барселоны. Я думаю, это будет достаточно интересно, хотя у Барселоны очень много атакующих игроков. Лизаразю остается от Баварии. Ну и Данилсон от Бразилии. Японцев я даже трогать не буду. Гивен Манчестер Сити. Ну, собственно, вот эти вот все ребята. Я думаю, вам тоже очень-очень сильно интересно, вы там следили за их карьерами и так далее. В общем, пиши в комментариях, кого из своих любимчиков ты здесь не заметил. Вот на данный момент, ребят, база данных полная выглядит вот так. И если какого-то еще обновления с докачиванием файлов не будет до выхода мобильной версии, а я уверен, что его не будет. Ну, то есть вот сейчас вы поняли, версия обновилась, и к базе данных мы получили доступ. То у нас будет вот такой вот набор легендарных игроков с фиолетовым сиянием. Других не будет. И как нам будут проводить эти все замены, Konami нам не сказала ни слова. Я полагаюсь на опыт, как они проводили до этого. Но на самом деле там все может быть еще и гораздо страшнее. К сожалению, мы опять теряем много легендарных игроков. Но мы играем в PES, поэтому к потерям мы должны быть привычны. Надеюсь, у вас все хорошо. Пиши, само собой, комментарии, кого из своих любимчиков ты здесь не увидел. С удовольствием почитаю. На этом прощаюсь, ребят. Как всегда, Морж, как всегда. Пока-пока.